Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Поговорим сегодня о новых изменениях, которые произошли у нас буквально 15 часов назад, а именно блог от разработчиков о глобальном древе и о дальнейшем заработке. Это будет обновление Farm 2.5. И Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет, ставим лайки, подписываемся. Да, игра ПВУ, кто не знает, смотрите наше первое видео, это Plant vs Undead, игра на блокчейне Binance Smart Chain. И вот они как бы развиваются, всегда что-то новое пробуют, и вот были анонсы уже, как бы они уходят от вот этой поливки соседних земель, наши любимые грядки, когда ходили к нам наши любимые подписчики поливали нашу землю, теперь мы должны будем сами быть за это в ответе, а в замену они вводят такой ежедневный квест, да. Ну, скорее, так, наверное, ивент какой-то больше. То есть, вводят они, давайте сразу про изменения. Вводят они мировое древо, посмотрим плюсы, минусы и так далее. Мировое древо призвано заменить текущую систему ежедневных заданий, вознаграждая всех игроков, которые участвуют в его выращивании. Чем больше игроков участвует, тем больше мы все получаем награды. То есть, это выгодно для всех, потому что здесь есть очень интересные вещи. А именно, это такой написано бустер на первой неделе, да, по переводу. То есть основная фишка какая? Мы заходим, каждый из игроков есть одно глобальное древо, и мы поливаем просто его водой. И получаем, соответственно, награды, получают все участники, которые хоть раз полили. Здесь награды очень сильно разнятся. Чем больше мы полили это древо в течение дня, тем больше получаем награды. То есть, видите, первая награда это 10 ЛЕ, 1 саженец подсолнуха, требования 4 миллиона воды. Дальше получается 6 миллионов, получаем больше ЛЕшек, получаем уже не подсолнух, а получаем уже вот этот подсолнечник, то есть, который дороже, который стоит не 100 ЛЕ, а дороже. Дальше у нас есть награды, видите, тут и 9 миллионов, и 12, и последняя награда это 15 миллионов. Это, конечно, такой эвент, не знаю, насколько они будут часто регулярные. Они, получается, убирают ежедневные вот эти задания, которые уже не работают больше недели, где мы заходили на чужие земли, поливали 15 раз и получали бонус в виде ЛЕшек. И у нас еще был дополнительный квест прогнать 5 ворон, которые тоже они отменяют. Это сделано тоже для того, чтобы убрать нагрузку на сервера, потому что они пишут, что вот эти перезаходы на землю сервера просто не выдерживали, и было большое количество очередей, плюс большое количество ботов, и, соответственно, серваки не справлялись. Это призвано для того, чтобы еще как раз таки параллельно исправить вот эту всю систему. Посмотрим, как это будет в лучшую, в худшую сторону, то есть пока непонятно. Дальше были глобальные изменения, которые сейчас вступят в силу, то есть нельзя будет менять ЛЕхи на ПВУ, если у вас нет хотя бы одного НФТ. НФТ считается, естественно, в игре это растение, которое вы можете нагриндить, получается, в игре. Петруха, я думаю, чуть позже покажет именно в самой игре, кто не знает, как это сделать, потому что была уже такая паническая атака у людей, что это скам, потому что нельзя выводить деньги. На самом деле все можно также выводить, просто это сделано немножко по другой системе, потому что раньше заходили в проект, поскольку вход был очень дешевый, буквально там за $100 можно, грубо говоря, было зайти в проект и зарабатывать уже хорошие деньги. Разработчики такое не поощряли, потому что из-за этого был огромный наплыв именно ботов. А поскольку разработчики пытаются как-то улучшать свою комьюнити, им проект, естественно, они хотят это, чтобы было в долгу, не как какой-то CryptoBlades, который очень быстро загнется, поэтому они вводят такие изменения. То есть, по сути, мы не видим никаких прям колоссальных ухудшений, потому что вы и так можете заработать свой NFT. Сейчас расскажем, как это все делается, и расскажем, сколько можно будет получить самих наград за эту неделю, насколько это выгодно вообще участвовать в этом эвенте. Так, давай на твой экран еще посмотрим, да? Да, давайте. Я бы хотел рассказать, что вот мы теперь видим, что есть на загрузке, когда вы не проходите на ферму, вот показывается, в какой вы группе, что вот наша группа 1, и вот через сколько-то минут вы можете стартовать. Стало удобнее, конечно, ловить этот таймер, потому что в предыдущие дни было очень тяжело попасть в эту очередь, было и 12 групп по 20 минут запускали, и это была нерабочая схема, поэтому разработчики пошли по вот этой другой системе, да.
То есть вот у нас в нашем телеграм-канале, в чатике, люди уже давно в 6 утра скинули информацию, что если мы все дружно будем поливать, и так как активных участников в ПВУ достаточно, вот как раз проверим, справимся ли мы с таким глобальным квестом или нет. Если каждый день будем на 15 миллионов воды набирать, то есть каждый игрок поливает 80 раз в день, минималка, по-моему, 20 надо, чтобы тебе дали награду, то тогда будет набирать 60 миллионов воды. Это будет полное вознаграждение. Как раз будет, тогда можно будет за всю неделю, за весь этот эвент собрать и получить, в день будет 100 лье, 1 саженец подсолнуха, и вот это мать деревень, да, мать деревень подсолнухов, и 10 саженец маленькие, такая как капуста выглядит. Вот, то в результате у нас за эту неделю, где-то я потерял, здесь будет, мы получим аж 70 саженцев. 70 саженцев это как раз таки 70% от NFT. И вот я сейчас просто обновляю нашу страничку, покажем вам нашу ферму, как раз посмотрите на наш прогресс. Мы видим, вот у нас теперь надо самим поливать, самим ворон прогонять, да, смотрим, чтобы земля была зелененькая, это значит не хватает, воды хватает, если она желтая, то надо поливать. Я просто заходил с утра еще, все прокликал, досадил. Вот видим, у нас засажено подсолнухами, капустой, да, как ее так называют в чатиках. Как вообще получить вот этот NFT, давайте я расскажу я вам. Мы знаем, вот есть в магазине, где вы просто покупаете вот наши горшки. Вот здесь сверху вкладка, пересаживаемся на подсолнухи, на саженцы. И здесь вот есть эта коробка, где у вас рандомный шанс 0,1%. Вам прям напрямик может семечко упасть. Если или вы не верите в свою удачу, более надежно хотите делать, как, например, мы это делаем, мы просто покупаем на 10 тысяч ЛЕ, вот здесь вот покупаем 100 подсолнухов. Или покупаем, сколько вам не хватает. Вот у меня сейчас есть один, да, то есть мне достаточно купить 99 штук. Я нажимаю, потом нажимаю сюда, и вот здесь вот 100 штук подсолнухов, видите, меняется на семечку. Я нажимаю confirm, и она меняется. Потом эта семечка оказывается у вас вот в моем аккаунте. Мы заходим в мой аккаунт, и вот здесь вот claim seeds. Вот здесь она отображается, и там надо вам иметь 4 ПВУ, чтобы ее как бы заклеймить, да. Это вот единственные траты, которые вам идут дополнительно к ЛЕшкам. То есть вам не... И раньше семечки продавались от разрабов за 100 ПВУ, да, можно было выводить 10 тысяч ПВУ, минус 5%, то есть на самом деле те же самые получается, надо было 10 500 где-то вывести, чтобы у вас 100 ПВУ здесь получилось, и вы могли эту семечку купить. Но так как сейчас мы видим, закончились паки продаж, закончились земли, да, и закончились семечки. Теперь семечки, единственный способ получить семечки, это именно с фармы, да, то есть именно если у вас дропает либо ваше дерево, либо вот таким обменом лешки на саженцы, саженцы на семечку, мы получаем семечку, в моем аккаунте ее клеймим, и потом вот мы вчера это сделали, вот видите, осталось 6, почти 7 часов, она у нас растет. В этот момент она прорастает, и у нас получается какое-то древо, да, которое вы либо сажаете на свою виртуальную землю, естественно, оставляете его себе, чтобы вы могли выводить, либо вы можете пойти на рынок, если у вас там выпал, например, какой-нибудь мифик, да, и вы там какой-нибудь супервезучий человек, можете сразу там за 700 ПВУ его выставить, и, возможно, кто-то его купит, да, или дешевле, да. Да, то есть это рулетка, друзья, то есть в этом плане, сейчас видите, минималка, по-моему, там 135, да, было ПВУ. Конечно, для игроков зависшие даже. Это да, то зависшие. Есть... А, не, вот, да, есть. Угу. То есть, получается, может быть, люди все привыкли к такой быстрой окупаемости, да, как заходишь, как до этого было. Конечно, иксы были очень классные, никто не спорит, но сейчас проект хочет идти именно по модели, чтобы игру не бросали в первую там неделю, а именно это был долгострой, потому что, как вы понимаете, игра еще не началась. То есть, потому что это Tower Defense. Не забывайте, друзья, и это только начало. То есть, сейчас идет производство активно растений для дальнейшей игры. Поэтому проект, естественно, быстро не должен ни в каких вариантах загнуться, потому что разработчики постоянно что-то делают. А это признак того, что они хотят улучшать именно свое детище, свою игру. Прям Петруха все пытается здесь на лутбоксе что-то там нарандомить. И также вы можете зарабатывать, просто это будет не каждый там день, условно, до КД вашего клейма, а теперь нужно будет нафармить 100 как раз таки капусты, заработать первое НФТ и дальше спокойно уже играть. И ты лутбокс открываешь. Ну, кстати, здесь можно вытащить 0,1%, но это такое... Контент. Я не верю, что здесь... Ну, давай еще открой, да, открой 2 штуки. Вдруг прокнет на видос. Это будет неплохо.
И сразу все побегут это открывать их потом. Да. Ну, это получается, сотку тратим, сотку получаем, то есть, ну, как Ну, бы, это идеально, да. ну, тут Просто можно когда получить вам нужны горшки, 80, да, да. да, нам всегда нужны горшки, вода, Ну, это и тоже поэтому сотка, как то бы же самое, как бы, особо тут в минус не уйдешь, ну, 0,1%, как бы, такое. В принципе, добавить особо нечего, поэтому давайте, друзья, объединяемся, поливаем глобальное древо и зарабатываем большое количество вот этих подсолнухов, капусты и врываемся дальше в проект. Не знаю, будешь что добавлять? Нет, подписываемся, ставим лайки, и сегодня вечером приходите на Форклок, я там буду опять в эфире. Все, всем пока. Да, друзья, всем пока-пока.